Всем доброго времени суток! Сегодня я вам хочу рассказать и предоставить доказательства, что физическая активность продлевает жизнь. Физические упражнения, как известно, улучшают здоровье, но новые исследования показывают, что простое увеличение количества движений в течение дня на самом деле может помочь людям жить дольше. Цитата: «Двигайтесь больше, живите дольше», согласно недавнему исследованию. Те, кто стремится улучшить свое общее здоровье, часто отправляются в тренажерный зал или вместо этого становятся ошеломленными перспективой и вообще пропускают тренировки. Однако новое исследование выявило некоторые обнадеживающие новости для тех, кто, возможно, не решается заниматься интенсивным фитнес-режимом. Ученые из шведской школы спортивных и медицинских наук в Стокгольме обнаружили, что повышенная физическая активность любого типа снижает общий риск смертности, независимо от возраста, пола и начального уровня физической подготовки. Недавно они предоставили свои результаты на Европревент, мероприятии, которое Европейское кардиологическое общество провело в Лиссабоне, Португалия. Ученые изучили медицинские записи более чем 316 тысяч взрослых из Швеции, которые прошли свой первый медицинский осмотр в 1995-2015 годах. Одним из пунктов, которые они рассчитали, было максимальное поглощение кислорода. Это измерение определяет, сколько кислорода сердце и легкие обеспечат мышцам во время тренировки. Чем больше кто-то тренируется или двигается, тем выше будет его показатель максимального поглощения кислорода. В их исследовании также изучали шведские национальные реестры, чтобы найти данные о показателях смертности и впервые возникших сердечно-сосудистых заболеваниях, независимо от того, были ли они фатальными или не фатальными. Когда они посмотрели на максимальное потребление кислорода и сравнили его со смертностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями, они обнаружили, что смертность от всех причин снизилась на 2,8%, а сердечно-сосудистые заболевания снизились на 3,2% на каждый миллилитр увеличения максимального потребления кислорода. Люди думают, что им нужно начать ходить в спортзал и усердно тренироваться, чтобы стать лучше, объясняет автор исследования доктор Элин Экблом-Бак из шведской школы спорта и наука здоровья. Для большинства людей нужно быть просто более активными в повседневной жизни, подниматься по лестнице, выходить из метро рано утром, ездить на работу на велосипеде вполне достаточно, чтобы принести пользу здоровью, так как уровень физического развития с самого начала очень низкий. Чем больше ты будешь делать, тем лучше. Американская ассоциация сердца рекомендует заниматься аэробикой средней интенсивности не менее 150 минут каждую неделю, что составляет около 30 минут в день в течение 5 дней в неделю. Физические упражнения обладают целым рядом преимуществ, таких как снижение риска сердечных заболеваний, диабета второго типа, проблем с кровяным давлением, болезни Альцгеймера и некоторых видов рака и инсульта. Он также помогает улучшить привычки ко сну и оказывает положительное влияние на мозг, включая улучшение когнитивных способностей, памяти, внимания и скорости обработки данных, а также уменьшить влияние депрессии и тревоги. Недавний отчет Американской ассоциации сердца показал, что почти половина всех взрослых в Соединенных Штатах страдает тем или иным типом сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно самым последним имеющимся данным, болезни сердца стали причиной большинства смертей в США в 2016 году, а инсульт был пятой по распространенности причиной смерти. Эксперты в области общественного здравоохранения продолжают работать над поиском способов снижения частоты сердечно-сосудистых заболеваний. И это исследование, безусловно, может помочь тем, кто не решается начать программу упражнений с целью 150 активных минут в неделю. На этом все. Ссылки на научные сведения будут в описании. С вами был Димасеп. Всем пока.